Стрельцы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами будем смотреть ваш второй прогноз на январь 2025 года. Открываем с вами уже цикл новых годовых раскладов с новыми энергиями, потому что у нас уже вовсю будет на нас влиять Плутон в Водолее. И посмотрим, чем для вас ознаменуется этот месяц, чем порадует, удивит, ну и что стоит запланировать, чтобы он для вас прошел максимально плодотворно. Поэтому подумайте о своем, настраивайтесь на совместное чтение карт и приступим. Для тех же стрельцов, кто потерял свои годовые расклады или, может быть, какие-то еще значимые расклады для вашего знака зодиака, то ссылочку на них вы можете найти в первом закрепленном комментарии под этим видео. Итак, основные энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Арканы перед вами, они хорошо видны, поэтому давайте с вами приступим. Итак, основные энергии. Здесь идет тройка мечей. Ситуация разбитого сердца. Но вопрос, вашего ли, или вы кому-то это сердце разобьете? О чем здесь идет речь? Дно колоды тройка чаш. Итак, для кого-то может обозначать или ознаменоваться в таковом ключе. Может быть идти как разочарование в друзьях, подругах и как следствие смена вашего окружения. А для некоторых это ситуация, когда вы можете вольно или невольно стать соучастником адюльтера, то есть быть в любовном треугольнике. Еще, конечно же, само по себе, если мы будем смотреть эту связку карт, это акцент на то, чтобы уделить особое пристальное внимание вашей сердечно-сосудистой системе, в особенности, если у вас хронические нарушения есть, и, так сказать, провести какие-то профилактические меры. Смотрим вопросы работы. И здесь у вас на повестке дня семерка чаш. Аркан, который говорит о ситуации сложного выбора или в то же время возможности прислушаться к своим желаниям, к своей какой-то внутренней тяге, понимать, чего на самом деле вы хотите и как это реализовать. Для некоторых это будет своего рода исполнение мечты, а для некоторых это ситуация витания и зависания в иллюзиях. Чем ознаменуется для вас, давайте смотреть, но дно колоды уже туз монет показывает, что будет дан шанс свыше реализовать то, что вы хотите. Самое главное – это его увидеть и им воспользоваться. Посмотрим ситуацию для тех, кто на данном этапе у нас сейчас не работает и работать не может. И здесь семерка чаш и шестерка жезлов говорят о следующем. Появится возможность какими-то путями, говорю, правдами или неправдами, повлиять на то, чтобы появился, дополнительный источник дотаций, может быть, увеличение текущей пенсии, субсидий, дотаций и так далее. И еще семерка чаш и шестерка жезлов – это ситуация, когда дело, которое вы что-то делали для души, вы сможете его не только развивать, но, возможно, поставить на поток и на этом зарабатывать деньги, хотя сами изначально, допустим, того не планировали. Если вы у нас являетесь соискателем, семерка чаш и девятка жезлов – это такой некий аспект ожидания, попытка определиться, чего вы хотите на самом деле. Потому что те вакансии, которые вам будут предлагать, не будут вам подходить или устраивать вас, исходя из ваших запросов. Поэтому это в какой-то степени период переосмысления и, может быть, даже поиска себя в иных сферах, а не в том направлении, где вы себя искали ранее. Если вы у нас наемный сотрудник, здесь по семерке чаш и двойке жезлов это ситуация выбора, это поиск альтернативы. Для некоторых из вас может быть ситуация совмещения двух видов деятельности, двух направлений, а для кого-то осознанный выбор и уход, так сказать, с нелюбимой работы или от нелюбимого занятия. Если вы владеете собственным бизнесом, а вот здесь первая дуада карт может быть очень, как тонко отыграться в связке, в совокупности с этими картами. А именно, предательство со стороны или ваших клиентов, или коллег, или, может быть, партнера. Потому что семерка чаш, тот, кто знал ваши идеи, ваши цели, ваши планы. И по семерке мечей, некорректно, хитро, вероломно ими воспользовался. Более того, семерка чаш здесь говорит о том, что кого-то вы здесь слишком идеализировали или слишком кому-то доверяли, открывали свою душу. И вот здесь данные люди могут воспользоваться вашей доброжелательностью, вашим расположением и повести себя нечестным образом. Поэтому, пожалуйста,
будьте здесь бдительны, будьте внимательны. Может быть, какие-то ваши идеи, цели, планы, наработки не озвучивайте другим или не посвящайте глубоко кого-то в профессиональные вопросы, иначе сами от этого можете пострадать. То, что касается финансовой стороны вопроса, аркан дьявол. По дьяволу некоторые из вас в рамках этого месяца могут брать ипотеки, там, кредиты, рассрочки, суды. У каждого по-разному, потому что это, по сути, деньги, которые приходят как бы крупные деньги, но вместе с тем и обязательства, которые они на вас накладывают. Ну, как правило, дьявол символизирует в первую очередь то, что вы берете в долг, в рассрочку и так далее, или там чужие деньги как под инвестиции. И еще по дьяволу это ситуация, когда могут прийти крупные деньги, но которые заработаны, допустим, не совсем честным путем. Бывает еще и такое. Но основной посыл дьявола – это находиться в созависимости от кого-то. Ситуация, то есть когда вас кто-то может финансово содержать. То есть для каждого из вас эта карта отозвется в своем ключе. То, что касается состояния здоровья. Паж монет рекомендует вам обратить внимание на почки и надпочечники. Здесь не только ситуация там, песка или камней в почках, но также нарушение работы надпочечников, потому что впоследствии это за собой тянет ряд ненужных диагнозов, ухудшения состояния здоровья. Поэтому берегите себя и будьте бдительны. То, что касается вопросов личной жизни. Здесь у нас король мечей. То есть для девушек и женщин, в принципе, как и для мужчин, это может быть влияние мужчины воздушной стихии, весы, близнецы или водолей, на вашу личную жизнь, на ее развитие. Но для тех, кто свободен, для девушек это может быть знакомство с таковым человеком. Для мужчин это как с подачи этого человека. Ну, то есть он может вас с кем-то познакомить, там, свести, не знаю, дать какое-то краткое резюме. Но потому что тройка жезлов, это благодаря этому человеку идут новые социальные связи в вашей жизни. Не обязательно, что они перерастут в личные. Они могут быть дружескими, но тем не менее это как смена окружения или новое окружение благодаря этому человеку. Если вы у нас в любовных треугольниках, то король мечей и девятка мечей. Это боязнь холода, это боязнь дистанцирования или ситуация завершения отношений. Или в особенности, если данный аркан характеризует вашего партнера, если он действительно является у вас или человеком воздушной стихии, или в принципе подпадает под описание короля мечей, то это боязнь того, что отношения могут быть завершены по его инициативе. Ну а в целом эта ситуация еще, когда кто-то может вскрыть формат текущей связи. И в частности, вот видите, король мечей как огласит кому-то, что вы состоите в таковых отношениях, и это вас может изрядно пугать. Для тех же, кто в стабильных союзах. Король мечей, пятерка мечей. Это ситуация конфликтности, это ситуация напряженности. Для кого-то из-за окружения, из-за друзей, то есть третьих лиц, которые вмешиваются в вашу жизнь, вставляют палки в колеса. Для тех же, кто подошел к периоду бракоразводного процесса, если у вас инициирован такой процесс, то это, знаете, как своего рода не на жизнь, а на смерть, потому что по рыцарю мечей. Это даже вот в связке с этими арканами, это как ненависть по отношению друг к другу, это желание испепелить, это, знаете, биться до конца, не упускать ни в чем, не уступать друг другу ни в чем. Оправдана ли такая модель поведения, это другой вопрос, но то, что для вас эта неделя в плане отношений будет сложной, это факт, потому что здесь будет много каких-то претензий, выяснения взаимоотношений, конфликтов, угроз и так далее. То есть это изрядно может потрепать нервы в течение января. Так, что мы смотрим в плане совета и рекомендаций? По четверке жезлов. Если это касается вопросов личной жизни, стараться идти на какое-то мировое соглашение, попытаться договориться дипломатичным и конструктивным путем. Опять же, четверка жезлов – это акцент все-таки на укрепление взаимоотношений с родственниками, на становление своей стабильности, на укрепление фундамента жизни. Для кого-то это очень важное, значимое время, чтобы или решить вопросы, связанные с недвижимостью, будь то покупка, продажа, аренда, субаренда, там, ремонт, перепланировка или, может быть, раздел имущества. Но в любом случае этот вопрос нельзя откладывать в долгий ящик. Он сейчас будет актуален как никогда. Еще четверка жезлов. Для кого-то, в принципе, определить место жительства, может быть, город, там, регион, страна. И, конечно же, это ситуация, когда, несмотря ни на какие конфликты, повторюсь, как в память хорошему прошлому, которое могло быть между вами, это пытаться все решить
дипломатичным путем, как мы видим, ну, колоды аркан справедливость, по букве закона. Почему? Потому что следующая карта идет мир. Это вам позволит быстрее закрыть процесс и ситуацию, избавиться, так сказать, от ненужного в своей жизни. И я не про вопросы имущества, а от тех людей, которые тяготят вашу жизнь. В любом случае, как показывают карты, здесь будет решено по справедливости. То есть вопрос раздела имущества, он будет произведен корректно, правильно, там, в равных долях. Поэтому вот такая ситуация на этот месяц, таковы энергии месяца. Я в любом случае вам все закрою в положительном, в позитивном ключе. Вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, дайте знать, как по факту для вас отыграется, отзовется информация. Но забыла, что я вам еще не доложила на неожиданность месяца, поэтому давайте досмотрим здесь отдельно. Итак, неожиданность января. Что у вас? Что у вас? Здесь эта колода не совсем стандартная, да, тут больше 36 арканов, поэтому вот это кубок или чаша, карта Луна и карта Клевер. Они указывают на то, что ваши эмоции, ну как, найдут положительный выход или положительное решение волнующего вас вопроса. Удача будет вам сопутствовать, будет на вашей стороне. И вот эта птичка в клетке, да, или ситуация замкнутости, она говорит о том, что на самом деле вот эти как бы преграды, они будут устранены. Или ситуация, когда вы сможете найти выход. Потому что, видите, здесь открыто окошко. То есть будет расчищен для вас путь. Самое главное, приведите себя в состояние покоя, потому что эмоции будут вам мешать принимать какие-либо конструктивные решения. Поэтому вот такой расклад, таковой месяц. Пусть информация для вас будет во благо. Я искренне вам этого желаю от всей души. Для тех, кому важны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке канала. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.